Сегодня мы с вами разберем, что такое имбаланс, научимся правильно его определять, а также посмотрим, как можно использовать имбаланс для получения точек входа. Имбаланс — это резкое движение цены после небольшой проторговки. Когда мы первой свечой снимаем какую-нибудь ликвидность, мы получаем после этого очень резкое движение, которое оставляет за собой непроторгованную зону. В данном случае данное движение выглядит таким форматом. Мы видим, что между свечой 1 и 3 есть разрыв, и этот разрыв как раз у нас и будет являться имбалансом. Именно эта зона от самого низа первой свечи до самого верха третьей свечи является имбалансом. В данном случае мы обязательно используем тени. Мы смотрим самый низ тени первой свечи и верх третьей свечи. Именно по теням. Если бы мы использовали тела, имбаланс выглядел бы так, но это является неверным определением имбаланса. Соответственно, данное движение выглядит у нас так. Давайте с вами посмотрим несколько интерпретаций имбаланса, поскольку очень часто в русскоязычном ютубе имбалансы определяют совершенно неправильно. Как мы с вами говорили, имбаланс мы находим между низом первой свечи и максимумом третьей свечи. В данном случае мы с вами видим то, что не было никакой проторговки. Если бы мы видели хай третьей свечи таким форматом, у нас имбаланса бы здесь не было. Давайте посмотрим. Вот низ первой свечи и вот хай третьей свечи. Он превышает низ первой свечи, соответственно, здесь имбаланса нет. Но если наша свеча третья располагается вот в таком формате, хай третьей свечи, он намного ниже нижней части первой свечи. Соответственно, здесь имбаланс будет располагаться в таком формате. Но существуют внутренние свечи. И это очень опасное движение, поскольку многие выделяют имбаланс неправильно. И здесь самое большое расхождение и ошибка трейдеров, которые торгуют, изучая русскоязычный YouTube, они выделяют имбаланс вот так. Но поскольку мы с вами видим, что свеча 2, она является внутренней свечой свечи 1. И если будем вспоминать с вами первое правило ордер-блока, свеча должна снимать ликвидность с предыдущей свечи. Соответственно, здесь из этих двух свечей только первая свеча сняла ликвидность с предыдущей свечи. Соответственно, вторую свечу здесь мы использовать не можем. Причем здесь была небольшая проторговка. Это может говорить о том, что продавцам, манипуляторам не хватило немного объемов для того, чтобы резко загнать эту цену вниз. Соответственно, они вынуждены были немного здесь оставаться для проторговки набора всех своих позиций. В данном случае имбаланс нарисован неправильно. Почему? Потому что здесь мы видим с вами первую свечу, внутреннюю вторую, на которую мы не обращаем внимания, третью свечу и четвертую. В данном правиле у нас будет определяться имбаланс между низом первой свечи и хаем четвертой свечи. Вот так имбаланс выглядит правильно. Давайте с вами еще рассмотрим одну разновидность. Это похожий имбаланс, единственное, здесь несколько свечей. Их может быть 3, 4, 5, 6. Главное правило, чтобы вы понимали, в данном случае мы используем ту свечу, которая сняла ликвидность с предыдущей свечи, и не смотрим на внутренние свечи, которые не имеют между собой имбаланса. Соответственно, имбаланс в данном случае будет определен в таком формате. Если бы наша вторая свеча снимала ликвидность с первой, то в таком случае мы имбаланс определяли бы в таком формате. При этом еще раз хотел бы вам напомнить, обязательно учитывайте свечи. Как же выглядит имбаланс в данной ситуации? Будем выделять все имбалансы подряд для того, чтобы вы могли закрепить себе понимание. В данном случае у нас есть имбаланс между первой и третьей свечой, между второй и четвертой свечой. При откате обратно у нас имбаланса нет. Смотрим движение дальше. Между первой и третьей свечой имбаланса нет, но у нас есть имбаланс между второй и третьей свечой. И здесь мы вспоминаем правило переноса ордер-блока. Соответственно, в данном случае мы бы отмечали с вами первоначально ордер-блок здесь, но поскольку у нас нет имбаланса, ордер-блок у нас переносится на следующую свечу. И получается ордер-блок в таком формате. Сейчас давайте перейдем на график. Это наш часовой график пары евро-доллар. И здесь мы с вами видим нисходящую структуру. Чем же нам вообще помогает в данном случае имбаланс? Первая задача его — это определение правильного ордер-блока. Для того, чтобы нам правильно понимать ордер-блок, мы с вами должны находить правильный имбаланс. В данном случае вот эта зона не является правильным имбалансом, потому что наша черная свеча сняла ликвидность с зеленой свечи. И, соответственно, данный имбаланс мы не берем в расчет. Эта зона у нас является на данный момент прецедентом на ордер-блок, но мы видим, что здесь имбаланса дальше не было. Ищем имбаланс в следующей свече. Видим, что белая свеча, она является внутренней свечой, поэтому мы отмечаем низ вот этой черной свечи и верх вот этой вот следующей.
получается здесь 4 свечи. Соответственно, данная зона является у нас правильным имбалансом. И как правильный ордер-блок мы отмечаем именно вот эту вот свечу. Она является 3-й по ходу движения, которая имеет за собой имбаланс. Если мы вернемся с вами обратно, давайте определим еще, где здесь есть имбаланс. Почему мы отмечаем имбаланс? Имбаланс — это потенциальная точка для разворота. На данный момент существует несколько точек, откуда может проходить дальнейшее движение цены. Первая зона является order flow, то есть у нас есть огромное движение, и зона в 95% случаях отталкивается именно от order flow. Второй реакцией у нас является как раз имбаланс. В районе 70% где-то у нас от имбаланса уходит цена. И последняя зона — это у нас является order блок. Именно от order блока в районе 60% движений отправляется цена дальше. Что мы с вами здесь видим? Если мы продолжаем движение цены, видим первую реакцию на order блок. Цена полностью заполнила имбаланс, да, видим, что здесь частично был перекрыт имбаланс, дальше мы его заполнили полностью. Что касается правила по заполнению имбаланса, здесь его перекрытие может случаться до полного перекрытия, но когда мы целиком перекрыли имбаланс, мы его использовать больше не можем. В данном случае мы видим начало отработки движения цены от ордер блока. И эта реакция получила у нас прибыльную позицию. Мы с вами сделали новую структуру и смотрим, как дальше работает цена. В данном случае у нас есть правильный имбаланс. И мы видим как раз отработку от этого имбаланса. Цена перекрыла частично данный имбаланс. Кстати, вот здесь у нас еще был один имбаланс, но они слишком маленькие, их практически незаметно. Цена перекрывает данный имбаланс и уходит дальше. Почему цена уходит от этой зоны? Казалось бы, здесь технически у нас нет правильного ордер-блока, поскольку наш ордер-блок находится вот здесь. Но имбаланс — это не только зона, которая помогает нам определять ордер-блок. Очень часто услышите, что имбаланс используется только для определения ордер-блока. На самом деле это неправда. Здесь мы с вами видим трендовую ликвидность, поскольку цена, ее задача забирать всю ликвидность. Соответственно, при съеме данной ликвидности мы видим дальнейшую реакцию ниже. Да, цена могла вернуться выше, цена могла снять еще вот эту ликвидность, но поскольку задача маркетмейкера была в данной зоне максимально исполнена, мы получили реакцию вниз. Именно эта реакция произошла не от order flow. Видите, у нас здесь есть один большой поток ордеров вверх, произошла полностью от имбаланса. Мы его перекрыли в районе, наверное, 50%, наверное, чуть-чуть ниже, после чего получили реакцию дальше, имели точку входа на снятие вот этой ликвидности и очень неплохо могли бы войти в позицию. И по фактам мы с вами видим несколько пересвипов, при этом у нас есть несколько незаполненных имбалансов, за которыми можно наблюдать, как дальше цена будет двигаться. Также существует индикатор для определения имбалансов. Я использовал раньше вот этот индикатор, он у меня немного настроен. Давайте покажу сразу настройки. Меня интересовало продолжение намного дальше, чтобы я видел все незаполненные имбалансы. Но здесь данный индикатор рисует все пространства между свечами. То есть, видите, в данном случае у нас имбаланс нарисован неверно, что говорит о том, что вы в любом случае должны перепроверять данный индикатор, перерисовывать. Он может быть для вас пользой, но иногда этот индикатор будет приносить вам только вред. Поэтому обязательно используйте правильные имбалансы. В первоначальном этапе вы, конечно, можете использовать индикатор, но старайтесь сами тренировать глаза для того, чтобы находить правильное движение, исключать все внутренние свечи и находить реальные имбалансы для того, чтобы получать идеальные ювелирные точки входа, как вот на этом примере, как и здесь у нас был пример. А на этом у меня все.